Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами очень ленивым рецептом приготовления самсы из готового теста фила. Самса получается не только невероятно вкусная, но и красивая, со множеством слоев, хрустящее тесто и сочная мясная начинка. А готовится все проще простого. Обязательно попробуйте приготовить самсу по этому рецепту. Я уверена, она вам понравится. Для рецепта мне понадобится. Подготовлю фарш. У меня здесь фарш говядины. Можно использовать любой фарш, какой вы хотите. В принципе, конечно, в самсу мясо надо мелко резать ножом. Но так как сегодня у меня самса ленивая, то также я купила и уже готовый фарш. Добавляю много мелко порезанного лука. Если вы хотите, чтобы начинка была сочная, лука должно быть реально много. Добавляю соль. Конечно, соль, перец и другие специи используйте по вкусу. Добавляю перец. У меня здесь смесь перцев. Также я буду использовать кумин. Добавляю 1 чайную ложку. И сушеный чеснок. Также 1 чайная ложка. Вливаю немного воды, чтобы начинка получилась сочной. И хорошо все вымешиваю. Чтобы понять, какой фарш получился на вкус, я немного отбираю и отправлю в микроволновку. И попробую. Не рекомендую пробовать сырой фарш. И сейчас я покажу, как формовать самсу. Я сегодня для рецепта использую покупное тесто фила. Вот такие листы. Как сделать тесто фила дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Если вы не можете приобрести тесто фила в магазине, его можно запросто приготовить и дома. Для каждой самсы мне понадобится 2 листа, так как они очень тонкие. И я не хочу, чтобы у меня самса прорвалась и вытекла вот эта сочная начинка. Когда вы берете листы теста фила, оставшиеся прикрывайте влажным полотенцем, чтобы тесто не подсыхало. Это очень важно, так как это тесто будет сразу потом быстро ломаться, если оно высохнет. Итак, я сейчас взяла 1 листик и хорошо промазываю его сливочным маслом. Это нужно для того, чтобы появилась такая слоистость. Накрываю сверху еще 1 листиком. И этот верхний лист я уже маслом не промазываю. И теперь посмотрите, что я делаю. Я беру вот таким образом, собираю листик по диагонали. Получается вот таких 2 лепестка. Теперь 1 лепесток выкладываю на второй. Как видите, здесь получается много слоев. Вот здесь вот этот лепесток приподнимаю, тоже можно его слегка промазать маслом для большей слоистости. Сверху выкладываю начинку. И теперь все заворачиваю. Подворачиваю сначала 1 листик. Старайтесь вот здесь вот не нарушить вот этот лепесток. Теперь закрываю 2 листиком. Также хорошо заворачиваю. И теперь вот таким образом подворачиваю. Все, образовался вот такой рисунок. Получается вот такая самса. Вот эти листы теста запекутся и будет очень красивый рисунок. Вы можете придать этой самсе любую форму. Она может быть прямоугольная, может более округлая. В зависимости от того, как вы подожмете тесто, так и получится. И таким образом формую всю самсу. Всего для моего рецепта я буду использовать 2 пачки фила. У меня получится 12 штук. Перекладываю сразу на противень. Я его выстелила пергаментной бумагой. Теперь я беру 1 яйцо, хорошо его разбалтываю. Сверху самсу смазываю яйцом, чтобы она получилась такая румяная, очень красивая. Тесто фила просто на глазах подсыхает. Самса, которую я формировала первой, уже подсохла. Хорошо промазываю. И сверху я все еще немного присыпаю кунжутом. Отправляю все выпекаться в хорошо разогретую до 200 градусов духовку примерно на 35-40 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ.
Самсу я достала из духовки, и вы только поглядите, какая она получилась красивая. Как замечательно запеклось тесто. Оно такое хрустящее. И внутри шипит еще горячая начинка сочная. Как видите, она у меня фактически нигде не вытекла. Самса получается невероятно вкусная, такая ароматная, тесто хрустящее, внутри много сочной начинки. Обязательно ее приготовьте и попробуйте. А я желаю всем приятного аппетита и приятного просмотра. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!